Португало-венесуэлка освобождена в Венесуэле. В России закрываются бизнесы. Траурный февраль. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 7 февраля, 14:30. 26 января издание «Эшпрессо» по материалам агентства Луза рассказало, что после 6 лет тюрьмы в Венесуэле была освобождена гражданка Венесуэлы и Португалии Карла да Силва. 5 из 6 лет она провела в пыточной тюрьме Эль-Ликойде. Она обращает внимание, что о женщинах-заключенных часто забывают, что многие из них сидят как сопутствующие потери из-за преследований родственников и знакомых. Она также просит, чтобы Португалия была активнее в защите португальцев-политзаключенных. Граждане Ирана и Португалии напоминают про петицию к президенту Ассамблеи Республики с призывом поддержать иранское движение за свободу конкретными политиками. Авторы требуют публичного осуждения Тегерана, международных действий в ООН, санкций против ответственных лиц без ущерба гражданским, мер против иранской элиты и усиленной защиты иранских иммигрантов в Португалии. 4 февраля сетевое издание «Коммерсант» сообщило, что заболеваемость сифилисом в России за 4 года увеличилась на 63%. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний среди факторов распространения этого вируса отмечает бедность. 26 января группа аудиторских компаний «Финэкспертиза» сообщила, что в России за 2025 год закрылось на 37% больше предприятий, чем открылось новых. Большая часть закрытий была по решениям налоговых органов. Эксперты сообщают, что налоговые изменения 2026 года дополнительно сократят количество новых компаний. 16 февраля в 6 часов у мемориала в память Алексея Навального мы соберемся почтить его. Он боролся против режима Путина до последнего вздоха и был отравлен Путиным в тюрьме 16 февраля 2024 года. Он также требовал прекращения войны и вывода российских войск с территории Украины. Он оставил нам в наследство свою решимость, и мы стараемся сохранить память о его борьбе за лучшее будущее для россиян. 24 февраля в 6 часов встречаемся там же, перед посольством в России в Лиссабоне. В 4-ю годовщину того, что российская армия по приказу Путина, узурпировавшего власть в России, начала полномасштабную войну в Украине. Война уничтожает население как Украины, так и России. Миллионы людей потеряли свои дома и были вынуждены бежать. Из-за обстрелов инфраструктуры люди Украины насмерть замерзают в своих домах. Мы снова хотим высказаться против решения властей России вести войну в Украине, сказать, что мы не признаем эту власть законной и действующей в интересах россиян, и потребовать отставки властей и вывода войск с территории Украины, включая Крым. Актуальное расписание всегда на нашем сайте adrl.pt. Россия не их собственность. Если вы хотите, чтобы изменения в России произошли, делайте свой вклад.